Здравствуйте, друзья! Добрый день, друзья! Я вас приветствую на канале SunGates Нижний Новгород. И сегодня у нас в гостях Андрей Широков, консультант-провизор, натуропат, да? Правильно я сказала? Натуропат. Хорошо, да. Так написано. И дальше, что я хочу сказать. Вы видите, нас что-то сегодня прям прерывает, даже не похоже как. Тема сегодняшней нашей встречи называется «Это продолжение части первой». Было на SunGates Чикаго, был эфир. Называется «Интенсикация и в чем их причины. Путь очищения, выход из хронически отравленного состояния». У Андрея очень много ценной информации. Сегодня еще будет интригующая медитация. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы, будьте активны, потому что все, что касаемо нашего здоровья, для нас это наиважнейшее. Поэтому, Андрей, вам слово. Давайте начнем. Спасибо большое, Елена. Не скрою, мы коротко с Еленой просто обсудили, что, оказывается, я вещаю на Нижний Новгород. Я все-таки хочу передать привет всем нижегородцам. Я у вас не раз был. Это было, может быть, очень давно. Сейчас, наверное, ваш город еще стал интереснее, и 20 лет назад. И прекрасные были моменты еще такой юности. Ну и сейчас у меня впереди юность. Поэтому, может быть, мы еще с вами обязательно увидимся. И теперь переходим уже вот к нашей теме. Не волнуйтесь, вот этот весь объем информации сегодня на вас ни в коем случае мы не будем вот так вот выливать, да, очень осторожнее. Мы сейчас с вами устроитесь удобнее, можете продолжать делать то, что вы делаете. Если это не вождение автомобиля, либо что-то опасное, пожалуйста, вы копаете огород, гладите своего кота или еще кого-нибудь. Замечательно. Монотонные действия успокаивают мозг, да? Моете посуду, может быть. Здорово. Продолжайте. Вот. Прежде мы сейчас с вами будем входить в динамическую медитацию. Именно, то есть мы активно, вы можете открыты глаза, замечательно. Мы с вами будем перерождаться, и кое-что у нас с вами появится такая интересная возможность что-то открыть новое. Желаю каждому это использовать. Но прежде чем мы начнем, я немножечко вот заинтригую. То, что мы сегодня сейчас обсуждаем, я готов снова положить голову на рельсы. Это касается каждого. Я не утверждаю, что и насколько серьезно это для вас, да? Это индивидуально, но это точно важно, это точно касается и вас тоже. Если попробуйте, посмотрите, и если вы с этим не согласитесь, обязательно потом напишите в комментариях. Я даже с удовольствием можете задать какой-нибудь вопрос. Я хочу найти такого человека, которого не коснется то, что мы сегодня говорим. Не стесняйтесь, пишите ваши вопросы, и после медитации будет задавать вопросы и Елена, и мы ждем ваши вопросы, можно просто по здоровью. Например, почему у меня выпадают, портятся зубы, почему выпадают волосы, почему болит живот, к примеру, да, или можно ли что-то сделать с моей онкологией. Да, почему нет? Я занимаюсь и беременными, и, в том числе я занимаюсь фитотерапией. Мы подбираем очень безопасную, да, осторожную и фитотерапию даже для беременных. Дети уже это намного проще работать. Конечно, страшнее, когда есть вот плод, потому что там надо быть осторожным. Итак, мы с вами сейчас входим в динамическую медитацию, я вместе с вами,
и в таком предвкушении. Итак, мы в моменте здесь и сейчас. И обязательно мы в него обязательно вернемся. Больше скажу по секрету, мы из него и никуда не уйдем. Мы просто будем с вами перепроживать. И вот эта точка, ее можно назвать еще, эзотерики называют здесь и сейчас, всегда и везде. Это не я придумал. Еще раз думайтесь. Здесь и сейчас, всегда и везде. Мы с вами отпускаем сейчас, отпускаем наши какие-то тревоги, мысли, вот то, что нам монотонно нас сегодня преследовало, что-то нам надо сделать. Мы все это сейчас отпускаем. Мы можем делать то, что нам нравится, и мы как бы отделяем нашу часть внимания и уходим потихонечку, вырисовывая такую линию от рождения до настоящего момента. Вот от настоящего момента идем туда, к моменту рождения. Мы тихонечко проходим, у кого уже это было, нашу рабочую жизнь, личная жизнь. Вот она, школьная пора. Посмотрите на себя, какие вы. Дальше я иду в состояние, я в детском садике, вот я совсем маленький, и вот я прячусь в свою маму. И как там хорошо, ощутите. Дальше вы идете к тому моменту, вы слышите голос папы, голос родственников. Мы еще с вами на это обратим внимание. Обязательно проверим, насколько эти голоса вас успокаивают. Мы заходим сейчас с вами в момент тот самый слияния мужского и женского. Ну и до этого момента почувствуйте, ну, явно же что-то есть, да? То есть вы сейчас в состоянии не я, нету этой личности, нету вот этого Васи Пупкина. Почувствуйте какое-то космическое спокойствие, грандиозность. И вот мы как бы увидели, почувствовали, что вот будет то самое слияние женской и мужской энергии, Отца Небесного информация и матери материи. Я чувствую, я сейчас буду говорить, каждый секрет сейчас будет сам за себя, я буду говорить за себя. Я хочу проявиться, я хочу познать это. Меня просто затягивает. И я не человек, у меня нет никаких паспортных данных, нету пола. Есть вот эта энергия, радость, какое-то чувство задора и что хочется творить, а может быть даже вытворять. Итак, я попадаю в этот момент этого слияния, и вот я как бы, как поле окутываю вот эту зиготу. То есть вот эта материя, это носитель. Это я ли это? Не знаю. Но я как шарик, да, беру это и играю этим. Итак, зигота прикрепляется к мамочке. И да, теперь это
будет моя мама. То есть это новая какая-то роль. Этого не было, это есть. Ну, возможно, этого потом не будет. Это как какое-то представление. Я как поле, как информация, которая желает проявиться сейчас внутри мамы. И я прохожу это время вместе с мамой, и я принимаю, что бывает волнение, были какие-то стрессы. Мама человек, сейчас она именно материализованный человек, и ничто человеческое ей не чуждо. И вокруг люди тоже могли быть иногда эмоционально неспокойны, иногда они излучали какие-то жесткие мысли, и я чувствую это, я не скрываю то, что я проживаю этот опыт, но это не повреждает меня, оно даже делает меня еще сильнее, еще сильнее я чувствую этот поток любви, желание проявиться в восторге, и я благодарен. Это та самая матрешка. Внутри я расту, и я чувствую, что это. Это растет матрешка, внутренний поток вот этого творения, восторг от состояния того, что есть, и благодарность всему этому. Итак, пришло время мне выйти из одного мира в другой, и будут и другие переходы. И вот я появляюсь теперь в том мире, который люди называют явью, проявленным. Это всего лишь какое-то название. Это как определенное действие в театре. Вот теперь такая сцена. Что вы ощущаете? Вам хочется познавать, и каждый сейчас прочувствует это за себя. Может быть, у вас что-то другое. Хочется познать, что это, куда я попал, но еще очень страшно. Все-таки я держусь за маму, и мой род, он хочет познавать, что это. И мой род тянется к груди матери, чтобы впитать этот сок, это как амрита, как это информация для меня, поддержка, это сок жизни. Посмотрите, почему вы тянетесь именно к груди. Дело ли в том, что вам нужно себя построить из каких-то там элементов? Или, возможно, вы чувствуете больше, чем говорит нам наука? Почувствуете передачу вот этой информации не просто от мамы, а связь с матерью, материей, Родина-мать, да? Та самая мать, у которой нету границ. Почувствуйте, там нету никаких стран, нет никакой национальности. Ничего этого, конечно же, нету. Потом вам будут это рассказывать, и мы это примем с благодарностью, этот опыт. Но сейчас вы тянетесь к тому, чтобы впитать эту информацию, этот сок. И это так прекрасно, что кажется, что вы как одно целое с матерью с большой буквы, с матерью землей. Та самая мама, биологическая мама, это как листочек на дереве жизни. И мы следующий листочек, мы рядом.
У листочка могут быть свои какие-то отклонения, он может чем-то болеть, мы это принимаем. Листочек не давал нам жизнь. Это жизнь, дерево жизни через свою листву проводит жизнь и помогает сама себе проявиться. Итак, у нас нарастает постепенно эго. Это прекрасно. У нас, заметьте, с каждым месяцем, вот мы сейчас сосем еще грудь матери, мы умнеем, есть ум. Мы не отказываемся от ума, как нам говорят какие-то эзотерики. Нет, это наш Windows, это наш калькулятор, мы будем его использовать. Эго, мы от него не отказываемся. Это здорово, оно поможет нам в определенный период вот этого театрального действия, поможет нам проявиться. Мы все то, что нам советуют отменить, выбросить, не спешите. Мы все это с вами сможем применить. Ради чего? Ради жизни. Вот той самой, кем мы были до того, как вот как пошли на воплощение на самом деле. И до этого, да, возвращаемся. Итак, наше эго становится крепче, и уже нам становится интересно что-то вокруг. Мы постепенно, скажем так, остываем в груди мамы, и мы хотим познать эту жизнь. Представьте, что мама рядом, она даже отпустила вашу руку, и вам, если вам удобно, давайте представим, что вам 1 год, вы точно уже ходите, и вы оказались именно в райском саду. Мама рядом, но она отпустила вас. Вы можете познавать этот мир так, как вы можете это сделать. Что в райском саду? Растет все. Все, что вы только можете себе представить. Любые овощные культуры, плодовые деревья, даже картошка растет. Все есть. Более того, бегают животные. Они даже вас не замечают. Вы как будто прозрачны для них. Любые животные, и от малого до великого, все, что только вы можете представить. И мама смотрит на вас, и отец где-то рядом, вы в полной безопасности. Познавайте, посмотрите, как бы вы хотели познать этот мир. У вас есть вот этот рефлекс, тот самый, который в науке называется вот оральный, да? Вы еще не обсохло молоко на губах, и вам, почувствуете, вам хочется впитать сок жизни, что-то попробовать. Посмотрите, к чему у вас тянется душа, а дальше мы посмотрим, как именно ваше тело смогло осуществить это вкусовое познание жизни. Здесь сейчас у каждого совершенно сейчас своя медитация, свой путь. Но все-таки хочу предупредить, что вот у вас просто голенькие ручки,
и у вас нету оружия, вы в безопасности, но вы можете познавать только таким голеньким, какой вы есть. Температура очень комфортная. Все просто замечательно. Не душно, не жарко. Но водопроводной вот воды нету. Есть, конечно, какие-то озера. Возможно, вы пойдете на водопой с животными. Посмотрите. Ну, я вот пока нет. На водопой не пойду. Даже есть пусть где-то океан, море. Ну, попробовали. Ну, соленое, но как бы долго в нем находиться не хочется. Пить это тоже не получается. Хорошо. Вы чувствуете запахи ваших любимых трав, каких-либо культур, овощных, может быть, это морковка. Ботва у морковки пахнет очень сильно, очень маняще. Возможно, что вы сейчас вырвете морковку. Ну вот она, да, она грязная. Но придется. Хотите ее откусить? Помыть нечем. Нет, такого нет. Такого быть не может. И у кого-то уже, возможно, мысли о чем-нибудь более тяжелом. Прекрасно. Куры есть, они насиживают замечательные яйца с повышенным содержанием селена. Ну, вы как-то отгоняете тогда кур и, ну, наверное, берите их, посмотрите, как это все у вас происходит. Возможно, вы любитель молочных продуктов. Коровы вот пасутся. Вы могли бы вместо груди матери продолжать сосать вымя коровы. Посмотрите, насколько это отвечает вам совершенно чистому, без каких-либо еще вложенных программ, как надо, а как на самом деле вам подсказывает ваше чистое тело. Мы с вами не просто переродились, мы с вами не приняли те стрессы, которые были. Мы с вами совершенно сейчас другие. Мы настоящие. Посмотрите каждый сам за себя. Что бы вы делали в течение дня? Пусть это будет ваш завтрак, обед, ужин. Как вы его будете брать в природе? Как вы будете ловить рыбу руками? Может быть, вы будете как-то готовить какие-то блюда, но как? Вот об этом вы расскажете обязательно в комментариях к этой медитации. А сейчас мы оборачиваемся и видим более напряженный взгляд нашей папы и мамы. Им поступила команда. Оказывается, нужно нас обучать тому, как жить, и в том числе, как взаимодействовать с этим миром, и в том числе, что засовывать себе в рот. И у каждого здесь, да, будет похожая ситуация. Вроде бы не хочу этого, но говорят из лучших побуждений, что так надо. И мы не отрицаем этот опыт, мы принимаем его. Это было из лучших побуждений. Мы готовы переродиться, понять, нам не нужно никого прощать, потому что тот, кто прощает, тот находится в обиде. Мы просто примем то, как нам вкладывали определенные программы, и перепишем их так,
как вот мы считаем нужным для жизни, не для кого-то, не для чего-то внешнего, а именно для внутреннего нашего потока, который хочет преломляться через чистое, здоровое тело. Вот мы с совершенно новым взглядом на то, как мы могли родиться и жить, подходим к точке здесь и сейчас, и почувствуете, насколько вот сейчас, вот в этом моменте, вы совершенно другие. Вы чистые, свободные, легкие, самостоятельные. И это тоже так и есть. Это не нужно специально как-то достигать. Это всего лишь можно открыть в себе. Здесь нет никакой тайны. Как говорят нам эзотерики, все есть вот в том самом моменте, здесь и сейчас, всегда и везде. Нам всего лишь нужно, если мы этого хотим, подсветить себя такие, какими бы мы хотели себя видеть. Мы на момент раз, два, три выходим, и Елена уже будет задавать вопросы. Момент здесь и сейчас, всегда и везде, раз. С нашим новым опытом, два. С любовью, с восторгом и благодарностью, три. И извиняюсь за дождь. Я надеюсь, он не очень вам помешал. Нет, все очень хорошо, Андрей. Я просто даже отключилась как-то в моменте медитации. Я прошу прощения, я, наверное, закрою, чтобы не было дождя. Я не ожидал. Я прошу простить. Спасибо большое, что выдержали. Расскажи, извиняюсь, что я возьму маленькую инициативу. Елена, а вот когда вы проходили вот этот момент, извиняюсь, ухода от груди матери к вкусам жизни, признайтесь, кого вы там убили в райском саду? Я вообще, Андрей, у меня состояние было такое, я периодически просто вообще отключалась. Я не знаю, что это такое было, но вот у меня такое бам, и я как будто выпадала вообще. Я не знаю, почему это со мной происходило. Но обычно много медитаций, вот уже я в эфире со мной проводили тоже там энергетический психолог, вот Елена Агроник, но у меня таких ощущений не было. Когда я уходила от груди мамы, у меня было, знаете, такое, я даже не могу передать это состояние. То есть у меня вообще было вот сейчас в моменте очень такое спокойствие, такое умиротворение. Просто мне это состояние очень нравится. Я не знаю, как я сейчас с вами дальше буду включаться в это состояние эфира, если честно. Может быть, у вас и вообще не было желания что-то, если честно, вот у меня... У меня не было желания. У меня не было желания. Не было желания никого кушать, но и у меня тоже не было. Да,
удивительно, потому что я, конечно, хотел бы, чтобы это нормально. Если бы я проходил бы эту медитацию лет так 10 назад, ну, я бы очень удивился, я бы сказал, ну, подождите, вот же, надо же, вот картошка, вот она, вот, да, да, но она вот невкусная и так далее. То есть Нет, в этой медитации вообще я ее никогда не проводил вот так, в такой форме. Мы ее просто в описательной форме я, скажем, как домашнее задание давал это и своим, в том числе и клиентам, чтобы самому прочувствовать, как бы я мог взаимодействовать с внешней средой без указки. Как это делают животные? Да, животным, безусловно, помогают, например, подносят убитую добычу, да, что-то показывают, и, безусловно. Но тут очень важно было, с одной стороны, прочувствовать, вот, есть к чему тянется, да, и вот у нас с вами, ну, совпало, что мы совершенно индифферентно, спокойно на все смотрели. Но, если честно, в этой медитации есть подвох. Когда человек вот в этом домашнем задании сам может... Я, кстати, считаю, что кто-то, может быть, обязательно вернется к этому. Или, наверное, знаете, жена сейчас слушает нас, вечером придет муж, и она ему такая скажет: а вот представь, что ты вот родился, и вот уже ты не у груди матери. Вот. И вот как бы ты... Я тебе уже все приготовила, а как бы ты бы сам бы это вот... И там ведь, понимаете, что произойдет? То, что практически, я ведь специально обратил внимание, что ну, в натуральной жизни нету водопровода, и морковка забавно только ну, подышать ей. Честно говоря, большинство скажет: я эту морковку грязную грызть не буду. Но животные, они не моют морковки. И дальше, ведь там же можно очень много раскрывать. Не зря я упомянул яйца. Ну, это ладно, яйца. Я вам скажу по секрету, один наш с вами коллега, ну, вы догадываетесь, кто, сейчас все догадаются, но ничего страшного в этом нет, просто сказал, что ест яйца. Ну, мы понимаем, кто это, сам он. И я несколько раз переспросил: уважаемый, а вот как они попали вам в рот? Ничего не ответила золотая рыбка. Вот эта медитация, она помогает тоже посмотреть, а могло ли оно попасть тебе в рот само, да? Мог бы ты к этому тянуться? И она, скажем так, она динамическая, потому что за пределами вот этих чувств, вот мы сейчас из этого вышли, можно очень поднимать очень серьезные вопросы. И если вы позволите, сейчас как раз я коротко скажу, причем здесь хронически отравленное состояние. Дело в том, Андрей, что во время медитации я постарался не делать акцент на том, что, помните, мы обернулись и увидели напряженные лица наших родителей. Это уже было не Отец Небесный. Почитай отца и мать своих. Это Отец с большой буквы раньше было, до революции, до 17-го года. Отец Небесный – это информация, это солнечный поток. И мать, Родина-мать, та самая, у которой, конечно же, при всем уважении к патриотизму, я знаю, что в Великом извиняюсь, в Нижнем Новгороде, безусловно, сильно патриотические движения. Я чувствую людей, и я 20 лет, и они были такими. Я думаю, что это сильно развито. Но все-таки вот та мать, Родина, мать,
у нее не может быть границ. Это как поле, это точнее такая сила, энергия. И то, что кто-то там что-то нарисовал или приписал, что там вы относитесь к такому-то отсеку, там вы такой-то гуманоид, ну, это для Родины, матери ничего не значит. Это только Андрей, мы. Да. можно я Да, вас перебью? Вы знаете, то, что вы сейчас говорите, я совсем недавно сама это прочувствовала на себе. Я стала по-другому смотреть, мне абсолютно все равно стало, какие страны, континенты. Я стала смотреть просто как вот земля наша, люди мы. Меня раньше никогда так не посещало. Вы понимаете, мне это не так давно, вот я стала вот так это прочувствовать. И я не понимаю сейчас уже, что вот со стороны политики, патриотизма всего, мы просто все едины. Мы Патриотизм все. – это замечательно. Мы же с вами договорились. Мы ничего не будем выбрасывать. Вы патриот? Да. Патрио – это отечество, это Отец Небесный. Конечно, я патриот. Я патриот жизни. Или меня спросят, ты хочешь защищать Родину-Мать? Ну, вообще-то, я сразу представляю огромную Родину-Мать, и, ну, да, зачем ее защищать? Она сама, она ого-го какая, она сильная, это сила, это мать, материя, и с ней... Ну, давайте мы не будем касаться, Андрей. Да. И мы сейчас не Андрей, касаемся, я и давайте говорю, мы не что будем мы этого касаться, ничего это неправильно, вдруг кто-то поймет, лучше не надо, мы сейчас говорим про другое, да, я просто вам сказала ощущения такие, что мы все люди, и да, боль, которая, ну, которая происходит, это боль всех нормальных людей, радость, это тоже радость, то есть многие из нас по-другому смотрят, мне кажется, очень вот прям вот узенько, пошире, кто-то еще шире. Сейчас время интересное, сейчас люди меняются, сейчас все меняется, да? И жить сейчас очень интересно. Сложно, но интересно. Вот моя точка зрения такая. Если сравнить лет 20-30 назад. Я думаю, извиняюсь, что даже мы не меняемся, а раскрываемся, лучше сказать. Да, это важно. То есть у нас раскрываемся. это есть, и мы готовы, мы это в медитации тоже с вами заложили, что мы готовы раскрыться. Я, да, вернусь, все-таки у нас тема обязывает. Токсикация, хроническое отравление. Да. А на самом деле, Да. во время этой медитации мы коснулись того, что вместо Отца Небесного и Родины Матери конкретно биологические родители, родственники, социум, социальный круг, то есть те самые листочки, они нездоровы в той или иной мере, мы это видим, и это факт. Они из лучших побуждений, как могли, вкладывали в нас программы взаимодействия с внешним миром. Это и ментальное, здесь те самые ментальные программы, и не все они сейчас нам работают на жизнь. Это эмоциональное, какие-то астральные, да, колебания, и опять же мы могли привыкнуть к каким-то реакциям. Ну, например, наша мама все время была очень агрессивна, всегда вот все встречала вот так в штыки, и у нас автоматически это копируется, потому что наше бессознательное, оно запомнило, что так хотя бы ты выживаешь. И это и программы, в том числе пищевого взаимодействия. То есть мы сейчас говорим о том, что мы отравлены программами, отчасти отравлены как метафизически,
так можно рассмотреть это и на уровне конкретных материального тела, которое у нас с вами, у большинства, как вот я всех, кого я знаю, активно что-то едят. Я особый упор сейчас сделаю на именно на пищевом токсикозе, да, то есть сам процесс интоксикации – это поступление каких-то токсинов, образование их также во внутренней среде. И здесь речь будет на всякий случай не только о пище. Мы специально, да, сказали, что у нас это и вот стрессы, а это будет, у нас сейчас будет всего 3 кита нездоровья. И второй кит будет как раз система конденсированного опыта. Грубо говоря, для простым языком, блоки в теле, в глубоких слоях тела, которые продолжают искажать течение энергии и искажают и нашу жизнь. Итак, 3 кита нездоровья. И первый кит – это пищевое взаимодействие. И в этой медитации мы с вами, когда мы уже из нее выйдем и проанализируем, мы вдруг обнаружим, что примерно там с 5 месяцев после того, как мы активно были на молоке мамы, на нездоровом молоке, теперь уже можно вне медитации сказать это честно, и врачи об этом знают, что во внутренней среде мамы, то и в молоке. И нас это уже, скажем так, подводило, ну, совсем чуть-чуть к некоторому отравлению. Но дальше происходит что-то совсем странное. Нам пытаются, внедряют в нашу среду. Сейчас мы говорим про первый кит нездоровья, это пищевой. Я сейчас молчу про третий, это ксенобиотики, там будут лекарства. Понимаете, о чем я, да? Нельзя это говорить даже, да? Слово на букву «П». Так вот, то, что касается первого кита, это вот пищевое взаимодействие. И вспоминая медитацию, здесь происходит что-то странное. Из самых лучших побуждений всех, вот с кем я только знаком, у всех одно и то же. Пока не выйдешь из-за стола, пока не съешь, не выйдешь из-за стола. Куча сахара туда, куча соли. Хоть как-то это запихнуть. Да что это такое за ребенок? У всех нормальные дети, а этот не ест. Вот вы не поверите, с кем бы я ни общался, у всех оказывается точно одни и те же фразы. И кто-то стал полным, кто-то худощавый, как я, а на всех жаловались. То есть что-то происходило, было какое-то сопротивление тела. Вспомним, вот, что у кого детки росли, прекрасно знают, что такое диспепсия, газики, проблемы с желудочно-кишечным трактом в обязательном порядке. И нам говорили, что это нормально, но у животных этого нет. А мы сейчас смотрим на себя, как на тех, кто взяли животные тела. И, Андрей, можно я вас перебью немножечко? Да? Андрей, можно я вас перебью немножечко, чтобы немножечко так это перестроились? Я понимаю, но я хочу вам вот такой вопрос задать, извините, что перебила. Значит, вы в первой передаче с Майклом говорили о том, что вот вы работаете с людьми, например, и часть людей не хотят там перестраиваться по питанию, от чего-то отказываться, и вы тогда сказали, что и не обязательно это делать, потому что по мере, так скажем, пробуждения, раскрытия человека, у него уходят те или иные привычки, которые, что само тело будет отторгать вот этот продукт, так как он ему не нужен и мешает, но это уже от осознанности человека идет. У меня вот такой вопрос. То есть получается, что
мне очень важно, потому что очень много вопросов на эту тему, в принципе. Получается, что, например, если кто-то отказывается конкретно от как принятия пищи, но от этого он страдает эмоционально, либо он не отказывается и питается вот этой пищей, хотя говорят, ну, например, вот мясо, ну, к примеру, вот человек любит мясо, уже много говорится о том, что мясо не надо кушать, то есть это категорически никак не годится, это и убитое, там, скажем, ну, как душа не убивается, но тем не менее там по многим моментам, что не надо кушать мясо, да. Человек начинает отказываться от мяса, он очень сильно страдает, и ему это доставляет очень много дискомфорта. И опять возвращается к мясу, то есть он постоянно стрессы делает организм. Вот ваше все-таки видение, как лучше в этих ситуациях поступать? Вот вы даже про алкоголь говорили там, да, что про курево, что вы легко бросили курить, потому что вы уже увидели это как бы со стороны, что это вообще несет в себе. Вот я хотела бы, чтобы вы нам вот это рассказали. Можете еще вот как-то осветить эту тему? Я услышал в вашем вопросе очень важное слово, которое вы повторили много раз. Вы имеете дело с психологией, и вы понимаете, что это очень важно. Это бессознательное, да, и это очень важная подсказка. Вы много раз повторили слово «отказ». Оно, мы сами придаем негатив, либо позитив, оно не несет ничего. Но желательно, чтобы мы с вами понимаем, что для большинства это пытка. Вообще любой отказ, я со своими клиентами, мы даже не произносим этого. Нам не надо вообще идти ни в отказ. Это звучит, знаете, у следователей так вот бывает. Там, ты что, пошел в отказную? Вот. Нет, нам... это не от любви. Нам любой инструмент изменения состояния мы проверяем, если мы его применим, есть в этом поток любви, восторг от того, что есть, и благодарность этому. Говорить о том, что вот отказ, он как-то сразу у большинства не вызовет какого-то такого приятного отклика. Что касается самой медитации, она не для того, чтобы что-то обязательно себя в чем-то уличить или себе в чем-то отказать. Я даже вам больше скажу, признаюсь, я ни в чем себе не отказываю из пищевого взаимодействия. Вот все, что я хотел, я потреблял, и это мой такой опыт. У меня не было ни разу такого, что, например, нельзя есть бананы, а я хочу. Было только наоборот. Лежат бананы, я не хочу. Вот как вы сейчас на медитации. Да. Это мой опыт, поэтому я как раз, я никого не веду в отказ, в насилие, будет только хуже, будет откат. Это пройдено со многими клиентами, и я, по-хорошему ругаю, когда мне говорят, я целый день не ем чуть-чуть, а потом вечером уже все. Да? И зачем это? А я говорю наоборот, давайте маленькими порциями все время понемножечку что-то более безопасное. И тогда к вечеру вам уже ничего не захочется. Потому что если вам вечером уже хочется съесть все, и мясо, и все что угодно, это значит, вы вот именно себя насиловали. Поэтому здесь вы упомянули также эмоциональная привязанность. Вы знаете, здесь очень индивидуально. Во-первых, каждый работает сам с собой или позволяет, отчасти позволяет с собой поработать. В идеале, конечно же, вы творец, и вы
помните, мы шли в воплощение на вытворять, да? Куда же мы это отпускаем? Безусловно, мы никому не должны отдавать вот эти посты правления, ни нутрициологу, ни диетологу. Мы можем послушать. И здесь я хочу вот упомянуть такой момент. Это очень индивидуально. Для кого нужно мягко, а с кем-то нужно поговорить по-мужски. Вот я вам честно скажу, со мной лучше говорить строго и по-мужски. Я очень сейчас жалею, по-хорошему, я вспоминаю очень добро тех, кто пытался мне что-то объяснить, но я был очень агрессивен. И Хорошо. Да. Хорошо, Андрей, скажите, пожалуйста. Хорошо, но скажите, пожалуйста, вот как вы пришли, я до конца это не дораскрыли, вот хотелось бы все-таки услышать, как вы пришли к тому, что вы очень легко избавились от курения, от этой вреднейшей привычки? Как? Да, спасибо вам большое за этот вопрос. Я повторю то, что я рассказал на первой передаче. Это была, насколько я помню, вторая попытка. Насколько я помню, умер Джордж Харрисон, это Битлз, да, и там, по-моему, был рак горла. Меня уже это немножечко как-то отозвалось, но вот не получилось даже это, да, то есть я все равно выпал из вот того самого состояния какого-то единения, то есть я опять стал зависимым. И я тогда Майклу рассказал, что, я прошу прощения, употреблял, ну, для меня тогда это были уже много и не самые дешевые сигарилы, как сейчас помню, там с вишневым оттенком. Но я не был богатым, даже совсем наоборот, на тот момент. И я просто посмотрел, что, оказывается, я проанализировал. То есть это был четкий расчет. Я посмотрел, что кто-то забирает у меня целую вот часть бюджета. И у меня просто появилось вот это ощущение, знаете, как будто у вашей жены есть другой муж. Здесь вот как бы мужчины меня сейчас поймут. То есть получается, что что-то управляет. И вот это ощущение вот этого хвоста, да, как за Штирлицем все время был хвост, вот здесь то же самое. Вот от него захотелось избавиться. И это была в том числе жадность, хорошая такая. Сейчас я благодарен этой жадности, когда я сказал себе, так, вот это как бы, это уже слишком. В моем случае вот помогло, как это называется, от ума. Но если можно, я здесь вот на всякий случай скажу о том, что когда вы упоминали, что очищающееся тело само отказывается от того, что его убивает, кстати, в том числе от курения. Сейчас я просто не могу представить этот дым. Здесь нужно понимать, что это тот самый путь, когда ум не позволяет сделать вот это решение. То есть идет вот эта защита, уход в сторону. Такой же уход, как я прошу прощения, по какой-то случайности, я, извиняюсь, так и не договорил, что же произошло, когда папа и мама, что же они такое сделали с нами. Я уверен, что Вселенная, точнее, наше коллективное бессознательное сейчас специально вас увело куда-то в сторону какого-то курения, только чтобы я не сказал очень коротко, буквально 2 предложения, которые я говорила и на первой передаче. То, что поступало и многих продолжает поступать через, в том числе через род, да, это тот самый первый кит нездоровья, оно, к сожалению,
по всей видимости, сейчас очень осторожно я говорю, гниет и бродит. А значит, создает пленку воспаления постоянную. Об этом вы сможете почитать в интернете. Это не тайна. Это все доказано. Это все так и есть. Это называется пищевой лейкоцитоз. Но дело в том, что пока происходят вот эти процессы воспаления и роста условно-патогенной биоты, то есть гниение и брожение, гниение белков, брожение тех самых сваренных углеводов, желудочно-кишечный тракт, как основной наш шлюз для очищения внутренней среды, работать нормально не может. Я повторюсь, не может нормально работать как шлюз очищения внутренней среды. Дело в том, что внутренняя среда – это миллиарды клеток, это заводы, которые, извиняюсь, писают и какают. Все время писают и какают. И это все нужно отводить и проводить детокс. А это должна делать нормобиота, дружественная, полезная. В йогуртах ее не взять, увы. Андрей, Да. Андрей, вынуждена вас хотела сказать, что тема нашей передачи как раз это вот состояние токсикоза. И я только что вам показал один из первых путей. Это вот первый кит нездоровья и его одна из основных причин. Почему была эта медитация? Надеюсь, что теперь стало это больше понятно. Извиняюсь, Елена. Да, Хорошо, дело в том, что у нас время эфира уже заканчивается. Здесь Глеб Лежанин написал, задал вопрос, что мать материя природы иногда защищает себя катаклизмами похлеще, чем бомбами. Спрашивает, Андрей об этом хотел сказать, когда вы говорили про... Ну, вспомните про патриотизм, про все, вот, то есть у вас... Вот... Я опущу, тема запретная, но каждый здесь пусть ответит для себя сам. Почувствуйте, вы можете смотреть любые ответы вовне, но всегда перепроверяйте внутреннее. Ваш вот этот поток информации, назовите его поток отеческий, патрио, и поток материи, рода, еще генный, да, можно назвать, сила генов, да, вот то, что нужно для проявления, это информация и сгущенная, ну, материя как сгущенная энергия. И на этом уже работает ваше сознание, через которое вы можете вот управлять. И еще раз повторюсь, вы можете менять программы. И вы пройдете, возможно, сегодняшнюю еще раз медитацию, вы задумаетесь о ней и скажете себе, да, что-то тут не то вот с этим. Я эту молочку особо и не хотела. Да ну ее. Вымя коровы – это совсем не грудь матери. Это что-то не мое. И вы спокойно просто уходите. Это уходит из вашей жизни само. Это может произойти так. Да? А может, как вы, кстати, сказали, когда тело, да, когда не получается сделать вот по-хорошему, как мы сегодня, да, это сейчас с вами прошли, я лично шел по плохому, ну, так можно сказать. Я применял различные средства для очищения, да, причем это курсовые, достаточно, это будет, может быть, отдельная, наверное, в будущем программа, мы это все будем с вами обсуждать. И просто наблюдал за тем, как тело просто отказывалось. Потом даже и от большого количества фруктов в том числе. Оказалось, что бананы, увы, ничего там вот для меня вкусного нету. Но это, еще раз, это индивидуально, и у каждого сейчас вы совершенно будете правы. Для кого-то сейчас бананы с ягодами – это вот самое то, и мы здесь не надо ни в чем отказывать.
просто можно где-то снижать дозы, где-то что-то заменить. То есть на эту тему здесь можно искать компромиссы. Ну, я всегда вот нахожу и с Хорошо, человеком. Да. Андрей, извини, Андрей, дело в том, что время нашего эфира уже закончилось, поэтому я благодарю вас, я благодарю всех слушателей, кто были вместе с нами, желаю всего самого хорошего, находиться в позитивном состоянии духа для того, чтобы чувствовать себя прекрасно. До новых встреч! Спасибо, удачи вам. И пишите ваши вопросы на будущие программы. Всего доброго. До свидания.